Друзья, всем привет! Вы на канале В Хоккее. В этом видео хотелось бы обсудить главного претендента на Кубок Гагарина – Омский Авангард. Да, вот так смело, не побоюсь таких заявлений, но на то есть серьезные основания. Первое и самое важное – это главный тренер команды Ги Буше. Об игроках и трансферах, в частности об Ткачеве и Риде Буше, мы поговорим чуть позже. Очень жесткий и требовательный тренер Буше, который любит, чтобы все было по его. Он не потерпит безразличия на площадке, так как Буше диктатор, но за него говорят его результаты в Кубке Стэнли. Вот такие тренеры обычно и побеждают, от него прямо исходит уверенность. Канадец возглавил клуб по ходу прошлого сезона, когда Авангард болтался на грани зоны плей-офф. Но Буше быстро наладил в команде дисциплину, стройность игры в обороне и компактность действий на площадке. По поведению Ги на скамейке заметно, как он переживает за команду, ведь такие эмоции не могут быть наигранными. Вместе с Буше из Севера Америки приехал его помощник Дэйв Бар, который выглядит по поведению полным антиподом Буше. Тактические занятия стали интересными для игроков. Много хороших отзывов было от хоккеистов. В Авангарде сделали серьезную ставку на Буше и выполняют буквально все, что попросит главный тренер. Попросил уехать домой пораньше после сезона – отпустили. Нужен свой человек в фарм-клубе – пожалуйста. С этого сезона фарм-клуб Авангарда будет возглавлять Луи Робитайл, канадский тренер, хорошо разбирающийся в молодежном хоккее. Буше говорил, что ему нужна постоянная подпитка в состав основной команды из фарма. Робитайл ее обеспечит. У них отличный контакт с Буше, поэтому выбор пал именно на него. Но самое интересное, что Авангард на все это пошел. Ведь такого, чтобы в фарм-клубе команды КХЛ работал канадец, сразу и не вспомнишь. Это говорит об очень серьезном подходе Буше и полном доверии ему со стороны руководства. Мелочей нет. Буше не просто так доверились. В прошлом сезоне он по сути дал результат моментально. Мало того, что он уверенно вывел команду в плей-офф, в первом раунде он хоть и с трудом, но прошел чемпиона Металлург. В четвертьфинале Авангард только во втором овертайме 7-й игры проиграл будущему чемпиону Локомотиву. И глядя на то, как Локо расправился с остальными, понимаешь, что Авангард был самой сильной командой в плей-офф наряду с железнодорожниками. А ведь это был сырой Авангард, собранный на ходу. Буше по ходу серии сменил рисунок игры, и это принесло результат. Ведь Авангард проигрывал по ходу 1-3 и сумел сравнять счет серии. Второе, что хотелось бы выделить. Руководство Авангарда сделало гениальный ход, пригласив на должность генерального менеджера Алексея Сопина. Алексей молодой и амбициозный менеджер, который уже сейчас является одним из лучших ген-менеджеров в КХЛ, если не лучший. На то указывает его работа в московском «Динамо». Ведь тот состав, что был в прошлом сезоне у бело-голубых, большая заслуга именно Сопина. А состав там был собран отлично и уж точно для больших дел. Сопин показал себя таким ген-менеджером, который не лезет к главному тренеру, не подсказывает, кого куда поставить, если его об этом не спрашивают. Такой человек и нужен Буше. Он выполняет свои прямые обязанности, честно и на совесть. Конечно же, в контакте с главным тренером, который и выражает ему свои пожелания по составу. С помощью Сопина Авангард уже подписал несколько игроков. В первую очередь это Александр Волков из Минского «Динамо», проведший прекрасно прошлый сезон. Дмитрий Рашевский, Василий Пономарев, Вячеслав Войнов, Артем Блажиевский. Есть еще один хоккеист, которого также подписали, по слухам, уже в Авангард. Это Эндрю Потуральский. И только по техническим причинам он еще не в ростере клуба. Мало известен этот центральный форвард нашей публики, но вы только взгляните на его статистику. Техничный, невысокого роста, забивший огромное количество шайб и отдавший гигантское количество голевых передач в АХЛ, но так и не закрепившийся в НХЛ. Судя по всему, он и будет центрить первое звено команды Буше. По словам Сопина, Авангарду нужны еще 2 центра, 2 края и 1 защитник. У амичей категорически не хватает места под потолком зарплат, поэтому можно ожидать любых трансферов на вход и выход. И самые громкие из них уже состоялись. Авангард расстался с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше. Зарплата Ткачева сильно сковывала Авангард на трансферном рынке. Ведь было очевидно, что Буше он не нужен. И даже с учетом того, что Ткачев был согласен на понижение оклада со 120 миллионов до 80, это не устраивало Ги Буше, так как он увидел и знает его способности в своей системе
и все уже давно понял. Для Буше лучше иметь в составе 2 условных Якуповых на эти деньги. Ткачев говорит, что это инициатива Буше, но это право авангарда. Они платят деньги, они пошли на все условия тренера, значит нужно идти теперь до конца. Сейчас много разговоров об этом, но ведь авангард выплатил все, что положено Ткачеву. Воспитанник города? Кому сейчас это интересно, кроме болельщиков? Все это давно в прошлом. Обещания руководителей? Этот вопрос к руководителям, но это бизнес. Долгий контракт – это вопрос к лиге, что она слабо защищает игроков. Авангард ничего не нарушил, а строит команду по видению Буше. Им не нужен игрок, они его убирают. Все просто. Точно такая же ситуация с Ридом Буше игроком. Вместе с Ткачевым они занимали более 200 миллионов платежки. С такими цифрами, по мнению Буше тренера, они должны делать результат. Но, судя по всему, он в них разочаровался. Вопрос здесь не приязни к хоккеистам, а в том, что условно эти игроки согласились бы играть за 40-50 миллионов, скорее бы их оставили. Сомнений в том, что они отличные игроки, нет, но все это взгляд Ги Буше. Авангард сильно рискует, ведь у Буше нет других вариантов, как побеждать. А если нет, а дел ведь уже сделано немало. Ситуация с Блейкером вообще комичная, но очевидная. После Блейкера в команду пришел Войнов. Их функционал похож, оба праворукие, но Войнов согласен играть за меньшие деньги. Не исключено, что команду покинет Грант. Потолок диктует свои условия. Третье, что хотелось бы отметить, состав в целом вырисовывается мощнейший, который способен бороться за кубок. Сейчас нет смысла рисовать тройки нападения и пары защитников, но ожидания большие. Можно предположить, что 2 центра, о которых говорил Сопин, это Потуральский и Маклауд, по которому ждут итог. Если же не Маклауд, то возьмут центра не хуже. Один из краев предполагается Клим Костин, от которого также ждут ответа. Возможно, приедет защитник из Северной Америки в топ-4. С вратарями ситуация проще. Здесь ни для кого не секрет, что команду покинет Михаил Бердин, который во многих командах КХЛ будет первым номером. Но Авангард сделал ставку на Серебрякова, который блестяще провел прошлый сезон. Бэкапом же будет Мишуров, проведший отличный сезон в Адмирале. Связка Серебряков-Мишуров – это вратари, прекрасно отыгравшие в Адмирале в разные годы. Они и будут закрывать последний рубеж команды. Друзья, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго и до свидания.